Каждый человек в декабре задает себе один вопрос: что делать на Новый год? И я не исключение. Остаться в Лондоне или куда-то поехать? Я лечу в Киев. Я действительно лечу на новогодние праздники в Киев, но сейчас не об этом. Сегодня мы будем подводить итоги предыдущего года и ставить планы на следующий год. И если ты уже много раз в своей жизни строил планы на следующий год, но они почему-то не сбывались, я тебя очень понимаю, потому что я тоже был в этой ситуации. Но когда я познакомился с коучингом, я понял, что я делаю не так, и сегодня я хочу с тобой поделиться самыми эффективными способами планирования и достижения цели. И просто поверь, если ты применишь все советы, которыми я сегодня поделюсь, то ты сможешь реализовать свою мечту в реальность. Не веришь? А ты попробуй. Я уже в Киеве, скоро еду в Одессу. Давай поговорим о том, как ты можешь использовать это видео для того, чтобы оно тебе принесло максимальное количество преимуществ. Это видео поможет тебе подвести итоги уходящего года и построить планы на следующий год. И это не обязательно должен быть календарный год, это могут быть просто 12 месяцев твоей жизни. И для начала я бы порекомендовал просто посмотреть это видео, ничего не делая. А перед тем, как смотреть это видео второй раз, нужно скачать файл, ссылку на который я оставлю в описании под этим видео, и обязательно его распечатать. И когда ты будешь смотреть второй раз это видео, то нужно будет его ставить на паузу и заполнять соответствующие секции, отвечая на вопросы. Давай начнем с подведения итогов, потому что этот процесс очень важен. Во-первых, он повышает осознанность, а во-вторых, он активизирует естественный процесс обучения, который заложен в нас с раннего детства. И, во-первых, нужно ответить на вопрос, какие 3 самых важных события произошли со мной за последний год. И выписать как минимум 3 события, за которые ты благодарен судьбе и без которых ты не смог бы представить свое существование. Второй вопрос: чем я горжусь больше всего? В этом разделе нужно выписать все, чем ты гордишься, например, своими навыками или какими-то знакомствами или ситуациями, которые произошли в этом году. Третий вопрос: какой был лучший день в этом году? В этом разделе нужно постараться вспомнить хотя бы один день, который, по твоему мнению, был самый лучший, и желательно вспомнить те эмоции, которые ты переживал и почему. Следующий вопрос: какие 3 самые большие проблемы были преодолены и чему я научился в каждой ситуации? Здесь нужно написать 3 самые большие трудности, которые мы преодолели в прошлом году. Даже если мы все еще находимся на пути решения этих проблем, то обязательно написать, чему мы научились в этой ситуации. И последний вопрос: если бы я смог прожить этот год заново, как бы я его прожил, что бы хотелось изменить? Здесь нужно быть максимально честными по отношению к самим себе и написать, что бы мы хотели изменить или как бы мы заново прожили наш год. Это не значит, что мы признаем свои ошибки и мы будем жалеть по поводу каких-то поступков или ситуаций. Нет, это значит, что мы сможем посмотреть на эту ситуацию заново и понять, что мы сделали не так, и в следующий раз изменить такую же ситуацию. Поэтому нужно принять все и порадоваться, где ты сейчас находишься, а также найти области для роста и развития. have to be your biggest fan. And when things are really tough and they're really rough and
and nothing's working, but there's something inside of you that says, I just have to follow that. Because you don't know who you're going to be, who you're going to be, who you're going to be. Давай теперь начнем строить планы на следующий год, и тут тебе нужна будет мечта, которая тебя будет вдохновлять, зажигать, и ты будешь гореть для того, чтобы продолжать двигаться к ней даже тогда, когда дела будут идти не очень. Поэтому предварительным шагом построения планов на следующий год тебе нужно будет помечтать и решить, какую мечту ты хочешь реализовать и когда, например, через 2, 3 или 5 лет. И эта мечта должна быть максимально четкой, и ты всем сердцем и душой будешь хотеть ее реализовать. После того, как ты определишься с мечтой, нужно будет ответить на следующий вопрос. Что я хочу сделать в следующем году для того, чтобы стать немного ближе к своей мечте? И тут мы будем применять модель Grow, о которой я говорил в прошлом видео, ссылку я оставлю в углу экрана. И первая буква этой модели это буква G, то есть Goal. И здесь нужно задать себе вопрос, какие 5 целей я хочу достичь в следующем году. И для этого нужно поставить как минимум 5 целей, которые ты хочешь достичь в следующем году. Во-первых, нужно ответить на вопрос, какие знания я получу в следующем году для реализации мечты. Здесь будет твоя цель на обучение, то есть чему ты хочешь научиться в следующем году для того, чтобы твоя мечта стала ближе. Второй вопрос, какие навыки я приобрету для реализации своей мечты. На этом шаге нужно перечислить список навыков, которые тебе будут просто необходимы для того, чтобы твоя мечта сбылась. Третий вопрос. От каких привычек я избавлюсь, которые мне мешают? Здесь все просто. Для того, чтобы что-то приобрести, нужно от чего-то отказаться. Поэтому тебе нужно выбрать те привычки, которые тебе мешают достижению твоей цели. Четвертый вопрос. Как я буду поддерживать свое здоровье и уровень энергии на высоком уровне? Очень часто люди зацикливаются на целях и совсем забывают заботиться о своем здоровье, о своем теле и о своем психологическом состоянии. Поэтому тут нужно ответить на вопрос, как ты будешь поддерживать уровень энергии, какие практики будешь применять, как часто будешь заниматься спортом, как будешь питаться, то есть все то, что тебе поможет быть здоровым и энергичным. И пятый заключительный вопрос, каким человеком я хочу стать к концу следующего года. Вторая буква модели Grow это R, то есть реальность. Тут нужно перечислить, что у тебя есть хорошего для достижения вышеперечисленных целей. И перечислить как можно больше ресурсов, которые помогут достичь указанные цели. Примеры ресурсов могут быть какие угодно. Это твои таланты, это твое свободное время, это могут быть деньги и люди, которые могут тебе помочь в достижении этих целей. Третья буква модели Grow это O, то есть Options. И на этом шаге нужно перечислить, какие варианты достижения указанных целей у тебя есть, или, другими словами, какими способами ты будешь достигать своей цели. То есть знания можно получить из книг, видеоуроков, различных тренингов, а также тебе могут помочь люди, которые разбираются в этой области, то есть коучи, либо наставники, либо учителя. Второе, как ты можешь избавиться от вредных привычек. Здесь тоже конкретные методики и техники, которые ты будешь применять для того, чтобы избавляться от вредных привычек. По поводу развития человеческих качеств, здесь тоже нужно подумать над тем, каким образом ты будешь практиковать новые черты своего характера и в каких ситуациях и с какими людьми. А также на этом шаге очень полезно перечислить, что тебе может помешать достижению твоей цели. Четвертая и заключительная буква модели Grow это W, то есть Will. Что ты конкретно сделаешь для достижения этих целей? То есть ответьте на следующие 5 вопросов. Первый вопрос, какие конкретные шаги я сделаю и когда для достижения каждой цели. Второй вопрос, кого я поставлю в известность и когда. Третий вопрос, как я буду готовиться к рискам. И четвертый очень важный вопрос, как я буду праздновать достижение каждой цели и с кем. И заключительный вопрос, как я буду поддерживать свою уверенность и мотивацию на самом высоком уровне. То есть, если ты ответишь на все вопросы и составишь этот список, то твоя мечта станет ближе, и ты сможешь начать к ней двигаться с энтузиазмом и удовольствием. Я уже вернулся в Киев, где буду встречать Новый год, и на улице по-настоящему новогодняя погода, снег и мороз.
Давай вернемся к теме сегодняшнего выпуска, и хотелось бы обсудить очень важный момент. Постановка целей неэффективна, если у нас нет ответственности, поэтому когда ты ставишь свои цели, очень важный момент — это повышать свою ответственность. Например, в коучинге есть такой контракт, который подписывается между коучем и клиентом, а также определенные договоренности, которые выполняются между встречами. Поэтому тебе нужно найти партнера по ответственности, перед которым ты будешь нести ответственность за выполнение задач и достижению целей, которые приведут тебя к реализации твоей мечты. Ты можешь также найти друга, переслать ему это видео и вместе заполнить этот файл, ответив на все вопросы. При этом обязательно договориться, как часто вы будете встречаться на протяжении следующего года, для того, чтобы следить за прогрессом и мотивировать друг друга. 1 или 2 раз в месяц будет вполне достаточно. Второй способ повышения ответственности — это установить для себя вознаграждение. Это очень эффективный способ самомотивации, в котором ты покупаешь себе то, что давно хотел при достижении какой-то цели. Например, если ты будешь медитировать каждый день на протяжении 30 дней, ты покупаешь себе наушники. Третий способ повышения ответственности — это рассказать о своих планах своим родным и близким. Когда мы всем вокруг рассказываем о своих планах, то наш уровень ответственности повышается, потому что мы боимся перед этими людьми показаться безответственным. Я, например, на своем канале очень часто говорю о том, что я буду выпускать каждую неделю новое видео. Это меня мотивирует, и я более ответственный, и как следствие я за год выпустил 52 видео, то есть каждую неделю по одному видео. И завершающий совет, как повысить ответственность, это визуализировать процесс достижения своих целей. Все в этом мире происходит 2 раза. Первый раз в нашем воображении и второй раз в реальной жизни. И чем чаще мы будем визуализировать и представлять достижение нашей цели, то наша ответственность и мотивация будет на самом высоком уровне, и мы сможем добиться наконец-то того, о чем всегда мечтаем. Ну что, мое завершающее видео в этом году подходит к концу. Я безумно благодарен всем, кто смотрит, ставит лайки и комментирует мои видео. Для меня это самая лучшая награда за мой труд. Благодарите за все, что было в уходящем году. Мечтайте, ставьте цели и смело двигайтесь по направлению к достижению своей мечты, несмотря ни на что. Я вам всем желаю, чтобы следующий год был хоть немножечко лучше, чем предыдущий. Поэтому радуйтесь жизни, с каждым днем становитесь все энергичнее и счастливее. Увидимся в следующем году. Пока!